Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом торта Рафаэлло. Если вам интересно, смотрите дальше. Для торта Рафаэлло я выбрала два бисквита. Бисквит Франжипан и бисквит Джаконда. Для бисквита Франжипан все легко и просто. Перемешали все до однородности, распределяем тесто по форме и выпекаем. У меня есть видео на канале, как готовить франжипан. Ссылку оставлю в описании. Также оставлю рецепт под видео. Я выпекала бисквиты для этого торта 14 сантиметров в диаметре. Это тесто получается довольно такое густое, кремовое. Его надо распределить ложкой равномерным слоем. Выпекаем 170 градусов, примерно 15-20 минут. Готовность смотрим визуально. Обязательно ждем румяную корочку. Для этого бисквита важно не спешить. Лучше немного передержать, чем достать слишком рано. Визуально он должен быть с румяной корочкой. По бокам он начинает отсоединяться от формы. Далее готовлю хрустящий слой наподобие печенья флорентини. Для хрустящего слоя нам надо миндальные лепестки. Я еще дополнительно добавила кокосовую стружку, сахарная пудра, яичные белки. К белкам добавляем сахарную пудру, перемешиваем вилкой. И сюда всыпаем миндальные лепестки с кокосовой стружкой. Аккуратно перемешиваем, чтобы все лепестки и кокосовая стружка были с этой влажной смеси белка. Перекладываем на коврик, можно тефлоновый, пергамент, фольгу. Распределяем лепестки по коврику и выпекаем 160 градусов примерно 20 минут. Периодически я открывала дверцу, перемешивала и смотрела, чтобы они все равномерно стали такого румяного цвета. Делаю второй вариант хрустящего слоя. К белому шоколаду добавляем миндальную пасту или миндальное пралине. Ставим в микроволновку, подогреваем, перемешиваем, чтобы шоколад полностью растворился с ореховой пастой. Перемолола в кофемолке кокосовую стружку вместе с кукурузными хлопьями. Вместо кукурузных хлопьев можно брать вафельную крошку. Но если мы берем кукурузные хлопья, то берем без сахара, чтобы они не были сладкие. Сразу распределяю хрустящий слой по бисквитам. Это я выпекала бисквит Джаконда. Подробное видео есть на канале, ссылку оставлю в описании. Я выпекала один бисквит на противне 30 на 40 и потом вырезала с кольцом 14 сантиметров 6 коржей. На каждый корж распределяю хрустящий слой. И чтобы хрустящий слой застыл, ставлю в морозилку. Заранее подготовила кокосовый ганаш. Кокосовый ганаш я готовила по тому же рецепту, как и манговый ганаш. Только вместо мангового пюре я добавила кокосовое пюре. Подробный рецепт оставлю в описании. И также ссылку на манговый ганаш оставлю тоже в описании. Любой ганаш надо готовить заранее, так как ему нужно стабилизироваться примерно 10 часов.
Визуально посмотрела, сколько примерно ганаша мне надо на каждый бисквит, распределила. Сверху посыпаю миндальными этими лепестками, которые я карамелизировала в духовке. Они получаются только испеченные, довольно мягкие, но после остывания они становятся очень хрустящие. Потом кладу следующий корж, опять наношу ганаш. Удобнее, конечно, из кондитерского мешка наносить ганаш на бисквиты. Потом кладу один корж бисквита франжипан. Испекла бисквит франжипан, остудила, разрезала пополам. И у меня получились 2 коржа. В этом торте у меня 6 коржей Джоконда, 2 коржа франжипан. На один бисквит у меня был слой хрустящий с кукурузными хлопьями. И в другой слой я клала уже второй вариант хрустящего слоя с миндальными лепестками. Собрала торт, у меня осталась буквально 1 столовая ложка ганаша, нанесла на верхнюю часть. По бокам ставлю ацетатную пленку, чтобы торт держался ровно, и ставлю кольцо. Сверху кладу пищевую пленку. Торт надо ставить в холодильник примерно на стабилизацию 5 часов, или если надо очень срочно приготовить, можно поставить на час в морозилку и дальше работать. Торт надо выровнять. Можно равнять бетонным ганашем, можно с кремом пломбир или с любым кремом, с которым вы равняете торты. Этот ганаш, который я использую для начинки, он не подходит для выравнивания торта. Он слишком нежный, быстро тает, и торт не будет стабильный. Поэтому я выровняла вначале бетонным ганашем, и потом буду украшать масляным кремом на швейцарской меренге. Подробный рецепт уже есть на канале. Также я показывала, как я украшаю торт в винтажном стиле с этим кремом. Ссылки оставлю в описании. Вначале наношу тонкий слой крема и равняю торт. Чтобы кокосовый ганаш получился максимально кокосовый, я советую приобрести кокосовое пюре. Он продается в кондитерских магазинах. У него более яркий вкус, чем у кокосового молока. В кокосовый ганаш добавляйте, не жалейте кокосовую стружку. Далее с разными насадками буду наносить крем и украшать торт. Я планировала выровнять торт, поделить на секторы, чтобы ровно, красиво нанести декор с насадками. Так как первый раз, когда я украшала торт в винтажном стиле, у меня получился довольно неровно, так как я просто на глаз украшала. В процессе забыла торт поделить на секторы. Я уже тут делю, когда нанесла немного верхний крем, и все равно немного неровно поделила на эти секторы. Можно распечатать на бумаге и поставить и отметить вот эти расстояния. Можно с специальными всякими дополнительными инструментами отметить, чтобы расстояния были ровные, одинаковые. Чтобы украсить торт в винтажном стиле, нам хватает даже 1 насадка. Ну, конечно, можно использовать и больше видов насадок. С этим кремом очень удобно украшать торт в винтажном стиле. Крем удобен в работе, послушный, нежный, воздушный. И в то же время где-то, если неровно нанесли, можем снять и нанести заново.
И, конечно, так как сейчас модные, в моде торты в стиле Барби, я сделала из шоколада топпер Барби. В целом в таком торте, если где-то что-то неровно, это не так заметно, так как тут очень много крема, узора. Но если будет все ровно отмечено по секторам, то, конечно, торт будет выглядеть более красивее. Разрез торта я вам показываю в тот же день, как и собрала и украсила торт. В идеале, конечно, чтобы торт стабилизировался 5 часов собранный, украшенный, чтобы крем схватился с бисквитами. Но если сравнить по вкусу, то только собранный торт, он такой максимальный вкус Рафаэлло. Хрустящий, нежный, взбитый ганаш, тонкие бисквиты. Тут максимально много и кокоса, и миндаля. Для меня вот этот вкус максимальный Рафаэлло. Я не люблю эти торты, которые готовятся, просто берется воздушный бисквит с кокосовой стружкой, добавляется крем-чиз и называется Рафаэлло. Для меня эти торты должны быть максимально похожие на классический вкус. Рафаэлло это хрустящая конфета, поэтому и торт должен быть максимально хрустящий. Тут должен быть и миндаль, и кокос. То же самое относится к тортам Сникерс, Твикс, Баунти. Там тоже я люблю, чтобы торт был максимально по составу, по структуре похож на эти батончики. Советую вам попробовать мой рецепт этого торта. Готовится несложно, хоть и тут есть у нас 2 бисквита, 2 вида хрустящего слоя, но в то же время готовится просто, быстро. Получается идеально максимальный вкус. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Делитесь с видео, комментируйте. Так вы помогаете развиваться каналу, и я с вами смогу больше делиться с разными идеями, рецептами, экспериментами. Всем пока!